хуже человека зверя нет. Именно таким и оказался герой этой истории. У одного мужчины была собака Арла. Он поступил с ней очень жестоко. Привязал к машине пса и протащил его по дороге. Потом сказал, что якобы забыл, что собака была привязана к автомобилю, который едет на полном ходу. Однако сложно понять, как человек, который любит своего питомца, спокойно едет по трассе, а сзади по земле волочится несчастное животное. Этот человек сам привязал собаку к машине, которая стояла на парковке. Потом залез в транспорт и нажал на педаль газа. Автомобиль тронулся с места и все время набирал скорость. За ним, естественно, ехала несчастная привязанная собака. Что же это было? Хозяин забыл или лишь сделал вид, что забыл о ней. Но ситуация была ужасна. Песик своим телом прочесал около 4 километров. Диким мучением Арла пришел конец, когда оторвался ошейник. Весь израненный, он остался лежать на дороге. Но горе-водитель неожиданно очнулся, осознав, какое горе он сотворил. Подхватил Арла на руки и помчался в ветеринарную больницу. И тут произошло второе предательство человека. Услышав, какова стоимость предстоящего лечения, хозяин очень испугался и бросил собаку в приюте. К великому сожалению, и волонтеры не имели такой крупной суммы на дорогостоящее лечение. Они ушли, оставив Арла один на один. А тот, весь больной и очень израненный, мучился не только от боли, но и от тесноты приютской клетки. Но вот об Арла услышали в организации K911 Rescue, которая находится в Хьюстоне. Ее сотрудники забрали пса к себе и сразу отвезли к ветеринарам. Животному даже пришлось давать седативные средства, которые успокаивают и уменьшают эмоциональное перенапряжение. Ведь даже чуть-чуть тронуть раны собаки было просто невозможно. Это вызывало у нее дикую боль. Врачи, много лет проработавшие с животными, были в шоке от всего увиденного. Прежде они не сталкивались с таким садизмом. Они посчитали настоящим чудом те обстоятельства, что Арла вообще остался жив. На его лечение объявили сбор денег. Вскоре нужная сумма появилась, и на Арла начали колдовать врачи, проводя активную терапию. А дальше произошло второе чудо. Сначала медики думали, что псу понадобится пересадка отдельных участков кожи. Ими можно было бы закрыть особо глубокие раны. Но, к своему удивлению, врачи заметили, что раны затягиваются очень быстро. Причем, даже самые существенные. И тогда было решено, что операция, причем очень болезненная, Арла уже не нужна. А потом песик переехал на передержку в дом к добрым хозяевам. Они согласились ухаживать за ним. Как только Арла восстановит свое здоровье, то волонтеры примутся за поиски для него постоянного дома. И это прекрасный исход столь тяжелого случая из жизни собаки. Что касается забывчивого хозяина, то те, кто занимался Арла, надеются, что строгое наказание непременно поможет ему ликвидировать пробелы в памяти. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.